Очень интересно наблюдать за тем, как в Беларуси стремительными темпами формируется сильное гражданское общество. Особенно ярко это заметно на примере Гродно. Начиная с 9 августа каждый день проходят акции протеста, собирающие тысячи людей. Гродно стал первым городом, в котором власти выполнили все требования митингующих, которые были в рамках их полномочий. Чиновники отпустили задержанных, дали демонстрантам эфирное время на городском телевидении и выделили 2 площади для митингов. Кроме того, после эмоциональных переговоров с группой гражданских активистов они согласились создать общий совет для обсуждения ситуации в городе. Правда, свобода и демократия продержались в Гродно недолго. Испугавшись растущего влияния сторонников Тихановской, власти уже на следующий день нарушили свои обещания и начали закручивать гайки. Но обо всем по порядку. Как вы помните, в воскресенье 16 августа по всей Беларуси прошли протестные шествия и митинги. Акция в Гродно стала самой многочисленной в современной истории города. На ней собралось около 40 тысяч человек. Пацаны достали флаг. Лукашенко, уходи! Люди маршем прошли к площади Ленина, где со сцены выступили простые гродненцы и городские активисты. Мероприятие прошло очень мирно и празднично, силовики в него никак не вмешивались. Они боятся сюда выходить, потому что им нечего сказать нам. Потом! Уже в понедельник команда гражданских активистов начала переговоры с местными властями и депутатами. Она выдвинула требования, в числе которых было освобождение политзаключенных, отставка Лукашенко, отмена результатов выборов и расследование массовых фальсификаций. Один из активистов рассказал журналистам, что встреча получилась слишком эмоциональной и потому не очень конструктивной. Вам привели конкретную фамилию, да? Человек, который задержан, считается по политическим мотивам не отпущен. Если проверьте, пожалуйста, это правда или нет. Тем временем в городе продолжались забастовки и женские акции солидарности. Работники Гродно-Азота в этот день встретились с руководством. Аналогичная встреча также прошла в Гродно-Жилстрое. К вечеру рабочие и горожане начали собираться на очередном вечернем митинге на площади Ленина. По разным оценкам он собрал от 15 до 20 тысяч человек. Митинг 17 августа получился не совсем типичным. На него по требованию протестующих впервые пришли депутаты. Народ активно высказывал свое недовольство ситуацией в стране и в городе. В частности, люди требовали дать им право проводить мирные митинги, объективно освещать протестные акции в СМИ, перестать угрожать бастующим рабочим увольнением и освободить всех задержанных. Депутаты пытались задобрить толпу отдельными уступками, но народ был непреклонен. Что прозвучало неоднократно здесь. Мы за мир, согласие и взаимопонимание. Уже на следующий день, 18 августа, горосполком опубликовал официальный ответ на требования протестующих. Местные чиновники решили выполнить все, что находится в их компетенции. Итак, по итогам переговоров был создан Совет общественного согласия, в который вошли оппозиционные активисты и представители власти. Город выделил протестующим 2 площадки для митингов, это Советская площадь и площадь Ленина. Он пообещал обеспечивать митинги электричеством и оборудованием, а также оказывать им информационную поддержку. Все 777 гродненцев, задержанных на мирных акциях протеста, были отпущены на свободу. Депутаты написали ходатайство об объективном расследовании административных дел, а руководство УВД Гродно принесло публичные извинения и пообещало провести разбирательство по фактам применения насилия по отношению к мирным гражданам. В изоляторах временного содержания УВД области белорусских граждан не содержатся именно тех, которые были задержаны в рамках административного законодательства за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Местные власти пообещали не оказывать давления на бастующих и провели совещание с руководством предприятий о недопустимости подобных мер. Городским активистам и профсоюзам дали возможность выступить в эфире городского телеканала «Гродно плюс». Кроме того, он начал вести прямые трансляции с протестных митингов. Вечером на площади Ленина снова собрались люди. По данным Тутбай, пиковый момент на митинге присутствовало более 15 тысяч человек. Среди них уже по традиции были сотрудники Гродно-Азота. Их представитель сообщил со сцены, что в городе формируется стачкомитет, куда вошли уже 22 предприятия. Не кормите эту власть! Забастовка! Также со сцены выступила представительница Гродно-Промстроя. Она рассказала, что ее коллегам начали предлагать деньги и оплачиваем отпуск, лишь бы они не участвовали в забастовках. То есть, несмотря на обещания горосполкома, власти продолжили оказывать давление на рабочих. Женщина эмоционально заявила, что народ не продается, и призвала начальников предприятий отойти в сторону и не мешать людям добиваться справедливости. Нам сегодня рассказывали наши же коллеги о том, как их пытались подкупить.
предлагая деньги. Но мы не продаемся никогда. Ну, то есть в Гродно пришли какие-то небывалые свободы, это сложно вообще себе представить. Ну, то есть все требования были услышаны. Давайте придем аналогию, представим протесты в Москве, и Собянин говорит, что для протестующих теперь доступна там Манежная площадь и... какая еще площадь? И Пушкинская площадь. Две площади теперь доступны для протестующих, мы будем освещать. Теперь в эфире Москва-24 могут выступать представители оппозиции, а само московское телевидение теперь будет в прямом эфире показывать акции оппозиции. Полиция отпускает всех задержанных, приносит извинения. То есть, ну, вы понимаете, такие небывалые свободы. Но уже на следующий день, 19 августа, в более-менее наладившемся сотрудничестве между властью и протестующим начались сбои. В этот день сотрудники Гродно-Азота собрались на территории предприятия, чтобы обсудить текущую ситуацию и собрать подписи за начало забастовки. Большинство рабочих высказалось за то, чтобы начать бастовать. Люди надеялись, что им удастся обсудить это решение с руководством завода, но начальство к ним так и не вышло, поэтому рабочие вернулись в цеха. Ближе к вечеру народ провел акцию солидарности у другого крупного предприятия. Это Гродненская табачная фабрика. Была информация, что табачка выйдет на забастовку, но эти ожидания в итоге не оправдались. Людям ничего не оставалось, кроме как выдвинуться на общегородской митинг. Но на нем гродненцев тоже ждало разочарование. Власти испугались слишком стремительной демократизации и решили сдать назад. Протестная акция на главной площади города неожиданно стала несанкционированной. На месте появились милиционеры, которые настоятельно просили людей разойтись. Я предлагаю добровольно разойтись, дабы не отягчать свое положение, поскольку это хорошо. Кроме того, горосполком отказался предоставлять митингующим электричество и технику. Резервную технику активистам привезти не удалось, поэтому митинг пришлось проводить с мегафоном. Акция продолжилась 2,5 часа и собрала уже около 7 тысяч человек. Также на площади в этот день были замечены провокаторы. Одним из них был мужчина, который кричал про влияние Польши и бросался на людей. Участники митинга взяли его в кольцо, и вскоре волонтеры вывели его с площади. О не самом удачном митинге позже высказались городские активисты. Они рассказали, что если раньше протестные акции согласовывали в ручном режиме за считанные часы, то в этот раз власти отказались идти на уступки. Чиновники начали ссылаться на закон о массовых мероприятиях, где прописано, что заявки о проведении митингов рассматриваются в течение 15 дней. На следующий день, 20 августа, мэр Гродно Мечислав Гой опубликовал заявление, в котором открыто выступил против протестующих. По его словам, они прибегают к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправы тем, кто не согласен с их точкой зрения. Участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправы педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения. В этом же обращении он призвал неукоснительно соблюдать закон о массовых мероприятиях, перестать оказывать давление на жителей города и прекратить распространять ложную информацию о происшедших в стране событиях. В противном случае он пообещал начать принимать законные меры. За собой оставляем право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим либо игнорирующим данные требования. Вечерний митинг в этот день власти тоже не согласовали. Чиновники окончательно отказались выполнять свои обещания, данные в ответ на требования протестующих. Теперь они хотят, чтобы горожане подавали заявки о проведении массовых мероприятий как минимум за 10 дней. Несмотря на это, ближе к 7 вечера на привычном месте собралось около 1500 человек. Звукоаппаратуры у них не было, поэтому люди просто стояли на площади. Некоторые поднимались на пьедестал памятника и пытались обращаться к толпе, но их было практически не слышно. В том числе из-за милицейской машины, которая время от времени проезжала мимо площади и объявляла в мегафон, что мероприятие не санкционировано. В городском стачкомитете сейчас тоже не все гладко. Его представители жалуются, что на рабочих оказывается давление, им отказываются выплачивать зарплаты на время забастовки и блокируют пропуски тем, у кого выходные дни, чтобы они не могли попасть на территорию предприятий. Местные власти обещали, что на нас прекратится давление со стороны начальства. Ничего не прекратилось. Власти снова обманули. Несмотря на то, что на некоторых заводах уже прошли голосования по поводу организации забастовок, их запуск пока откладывается. Стачкомы сейчас заняты решением организационных вопросов.
Власти Гродно и других белорусских городов сейчас будут делать все, чтобы затормозить и погасить протестное движение. Людей будут пытаться убедить, что они ничего не могут изменить, что протест захлебнулся, что продолжать сопротивление бесполезно и что настало время вернуться к обычной жизни. Но я уверен, что гродненцы не захотят возвращаться к обычной жизни. Особенно после того, как они начали напрямую влиять на то, что происходит в их городе. После того, как они увидели, насколько они сильнее и влиятельнее кучки городских чиновников и депутатов. После этого им будет сложно вернуться к прежнему состоянию, когда они ничего не решали и ни на что не влияли. Я надеюсь, что им хватит силы и упорства на то, чтобы продолжать сопротивление и добиваться своего.